Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Я иду по Москве на встречу со своей подругой. А если я встречаюсь с подругой, то значит сегодня мы записываем экскурсионные видео для вас. Итак, сегодня вас ждет путешествие по Красной площади. А я сейчас как раз к ней подхожу. Это Арина, Доброе утро. наш уже эксперт по Москве. И сегодня она нам расскажет про Красную площадь, да? Да, обязательно. Мы как раз сейчас находимся на Красной площади. Арин, я вот знаю, что раньше Красная площадь была не пешеходная, на ней ездил транспорт. Еще я знаю, что части Красной площади находились немножко по-другому. Ленина был здесь не всегда. Вон то сооружение было где-то по центру. Это ты про памятник Минину и Пожарскому? Да, и про памятник, И и пролобное вот, место. Да, и пролобное место, оно находилось не всегда там, то есть Красная площадь выглядела по-другому давно-давно. И еще я знаю, что здесь раньше это была вообще не площадь, это была рыночная площадь, рыночное место. Так? В целом, да, все твои знания правильные. Давай, наверное, только их чуть-чуть упорядочим по времени. В действительности Красная площадь очень сильно менялась в разные века. Ну, давай, наверное, сначала, да, более или менее начнем сначала. Что мы знаем? Мы знаем, что в XIV веке Кремль – это то место, да, за стенами Кремля, это то место, где жили князья московские, бояре, в том числе и простые люди. Да? То есть единственное место, где жили в Москве, это вот за кремлевскими стенами. И, соответственно, у нас в середине XIV века Иван Калита огораживает территорию Кремля первыми деревянными дубовыми стенами. То есть крепость была тоже навсегда? Нет, вот не это всегда. Я не знала. Я думала навсегда, как строили все города, сразу. Нет, не сразу была поставили стены. огороженная. Нет. Здесь начнем с того, что здесь к тому времени изначально здесь была небольшая деревушка. Москов. Даже не Москов, она по-другому называлась. Тут больше Москва, больше от названия реки. Вот изначально по-другому называлась деревня. Итак, значит, Иван Калита первый, кто у нас с вами застраивает стены. А потом у нас приезжает сюда уже княжить Дмитрий Донской. И это уже конец XIV века, и он строит уже более такие серьезные укрепляющие сооружения. То есть стена, которая кремлевская, становится более такой значительной, да, которая действительно может служить таким уже серьезным оборонением для города. И, соответственно, вот никакой площади, где мы сейчас находимся, нету. Все, что есть в Москве, находится внутри кремлевских стен. Там и живут, и торгуют. Все только там, все только внутри. Итак, Дмитрий Донской, значит, он убирает деревянные стены и огораживает Кремль уже стенами из белого кирпича, который в окрестностях Москвы можно было добыть. То есть изначально, как мы с вами понимаем, при Дмитрии Донском стены становятся белыми. Отсюда, в принципе, и название, да, белокаменное. Да, никнейм Москвы, да? Да. Одно из прозвищ. Да, вот, собственно, от стен, которые были построены при Дмитрии Донском. Это, напомню, конец XIV века. Теперь мы переходим к уже XV веку, а именно к его концу. И тут мы вспоминаем, что в этот момент у нас появляется великий князь Иван III, который женится на дочери последнего византийского императора Софьи Палеолог. И Софья Палеолог переезжает жить к нему в Москву. Москва к тому времени уже город княжеский. Именно Софья Палеолог
так сказать, виновата в том, что стены белокаменные становятся стенами кирпичными. Интересно, как она повлияла на это. Да, опять ищем женщину. Значит, что произошло? Как мы помним, Византийская империя к тому времени одна из развитейших империй, да, которая пошла еще из Римской империи. И у них продолжается, так сказать, культурные связи с продолжателем Римской империи, это уже с княжествами итальянскими. Переезжая в Москву, Софья Палеолог уговаривает своего мужа Ивана III пригласить итальянских архитекторов. Они приглашают итальянских архитекторов, которые убирают белокаменные стены, остается только на самом деле там подклет. И когда была реставрация в конце 20 века, там в 960-х годах, реставрация в смысле Кремлевской стены, там находят этот белокаменный подклет, Это который... вот там совсем внизу? Его сейчас даже не видно за счет того, что культурный слой опустился, а жизнь поднялась. Это потому что клали новую дорогу? Ой, тут сейчас мы об этом поговорим. Я все Просто тороплю. сам факт того, ну это в принципе характерно для всех городов с большой историей, культурный слой уходит вниз, ну так сказать, в землю, да, уходит, потому что не было тогда, как мы понимаем, бетона, который бы мог цементировать и не давать зданиям опускаться вниз земли. Вот. Но тем не менее, вот этот вот белокаменный подклет, его сейчас нам не видно, но при реставрации кремлевских стен в 1960-70-х годах этот белокаменный подклет Дмитрия Донского был найден. Итак, приглашаются, значит, итальянские архитекторы Бон Фрязин и Альвис Фрязин. Они не однофамильцы, чтобы было понятно. Просто что такое Фрязин? Фамилия Фрязин. Это исковерканная Франц. То есть это архитекторы, которые жили на франкийских землях. В то время, это 16 век, это территория Италии. Поэтому всех итальянцев чаще всего на Руси им приделали фамилию Фрязины. Итак, у нас с вами Альвис и Бон Фрязины, которые, соответственно, берутся за то, чтобы сделать стены Кремля из красного кирпича. И они же строят башни уже кремлевские. Их 20, Да. Так? Да. И если мы говорим конкретно о стенах Кремля, то это вот кремлевские стены повторяют стены итальянского замка, который находится в Милане. И вот эти вот... Ласточки Да, такие. ласточки навершие, это как раз-таки вот навершие замка Строцци в Милане. Ну давай все-таки не про Кремль, а Красная площадь. Да. Но мы подошли к тому, что Кремль стал красным, и поэтому площадь называется Красная. Или тогда эта площадь называлась по-другому? Площадь называлась изначально по-другому, да, то есть когда мы говорим, что во время правления Ивана III люди начинают жить не только внутри Кремля, то есть места внутри Кремля уже перестает хватать, начинает заселяться следующая часть, на которой мы сейчас находимся, которая в дальнейшем получит свое название Китай-город. Не от страны Китай. Да, это не от сразу. страны Китай, да. Но почему же получается впереди нас Кремль, сзади нас Китай-город, а между ними есть площадь? Как так получилось? Дело в том, что это указание Ивана III, чтобы между кремлевскими стенами и началом других сооружений было место. Почему? Потому что, напомним, сооружения тогда строили деревянные, они постоянно горели. То есть это вариант безопасности. Да. В том числе эти деревянные сооружения изначально находились и на, так, как мы сейчас называем, на Красной площади. Но так как они постоянно горели, то эту площадь изначально даже называли пожар. Здесь всегда торговали, да, то есть здесь всегда были торговые лавки, иногда прямо на площади торговали, иногда строили какие-то деревянные здания. Вот, соответственно, называли Великое торжество или пожар. И то, и другое название было понятно, что именовалась площадь между Кремлем и постройками Китай-города. Вот. А Красная она уже стала называться в 17 веке, когда уже стены действительно стали красными, а потому что площадь была красивая. Потому что появился уже Потому тогда что храм. появился храм, да. Я знаю, что храм строил Иван Грозный. Не строил. Не строил? Не строил. В смысле, Ну, Иван он не сам да, занимался. был построен при Иване Грозном. Значит, какая была ситуация? Иван Грозный, как известно, Астрахань брал, Казань брал, еще много чего брал. Казань Иван Грозный взял не с первого раза,
а аж с третьего раза. Казанский Кремль в то время, мы говорим с вами о 1560-х годах, да, то есть о середине 16 века. Очень укрепленное ханство, очень сложного было. 2 раза Иван Грозный идет в поход на Казань и не берет ее. И когда он идет в 3-й раз, он молится иконе Божьей Матери и дает такой обет, что если он возьмет Казань, то он построит в честь этого храм, который будет посвящен Божьей Матери. Правда, сразу скажем, что это последняя реставрация уже, которая была проведена в 20 веке. Изначально вид храма был немножко другим, но и, конечно, он не мог в течение 5 веков сохраняться. Но, тем не менее, так Иван Грозный идет на Казань, он ее благополучно берет, и начало осады Казани – это христианский праздник, который называется Покрова Пресвятой Богородицы. То есть начало взятия Казани было начато в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому, когда Иван Грозный возвращается, он исполняет свой обет. И тут хотелось бы, наверное, задать вам вопрос. А как вы думаете, почему он не построил, какой-то памятник, например? Марин, как ты думаешь? Предположу, что просто памятник для него слишком мелким был, маленьким сооружением. Он хотел что-то такое грандиозное и очень красивое, и чтобы приходили, молились в это место. Примерно так, чуть-чуть иначе. Дело в том, что в 16 веке никаких памятников не было. Серьезно? Да. Единственные сооружения, которые строились во славу, во-первых, кого могли славить в 16 веке? Царя и Бога. Да. Всё. Ну и, соответственно, единственное сооружение, которое можно построить, это храм или церковь. Я еще слышала, что вообще в России все церкви, которые строились давно, они строились именно по каким-то событиям. Взяли какой-то город или что-то там, победили кого-то в войне. Взошли на престол, родился наследник. Вот. Да. Вообще, по некоторым сведениям, на территории Красной площади в 17 веке было 15 церквей. На Красной площади. На Красной, да. Вот на этой конкретно Красной площади было представьте, 15 церквей. Сейчас у нас только 2. То есть это храм Василия Блаженного, и вот с той стороны, да, за нами, так скажем, находится Собор Казанской Богоматери. Богоматери. Все, у нас только 2. С внешней стороны Воскресенских или Иверских ворот есть Иверская часовня, маленькая. Все, а вы представляете, 15. 15, но они, конечно, были не такими огромными, как храм, кстати, правильное название, Покрова на Рву. И тут, кстати, хочется сказать, почему же Покрова на Рву. Опять мы с вами все в том же царствовании Ивана Грозного. Значит, Иван Грозный продолжает укреплять Кремль, и он приказывает построить ров, так называемый Оливизов ров, который проходит по всему периметру Кремлевской стены. Вокруг Кремля. Да. И наполняется он водой из речки Неглинной, которая здесь текла. Почти, под нами, да? Почти под нами, да. И вот, соответственно, с одной стороны Оливизова рва находится Кремль, а с другой стороны на Васильевском спуске, это он же сейчас мы его называем Васильевским, тогда у него, конечно, не было такого названия. Так вот, с другой стороны Оливизова рва строит собор Покрова Пресвятой Богородицы или Покрова на Рву.